Environmental protection has always been and remains the core value of the North Caspian project operator developing Kashagan, one of the largest offshore oil and gas fields in the world. The ultimate priority for the company is the health and safety of personnel and the protection of the environment. This implies performing all activities in line with international standards. Защита окружающей среды является основным приоритетом при проектировании и разработке объектов месторождения Кашаган. Мы следуем политикам и стандартам наших партнеров, требованиям законодательства Республики Казахстан. Что касается проектов и мероприятий, которые компания внедряет для сохранения окружающей среды, для снижения негативного воздействия, это, например, система обнаружения и ликвидации утечек, проекты, направленные на снижение факельного сжигания. Компания установила себе цели в области управления выбросами парниковых газов и энергоэффективностью. В частности, это снижение на 15% интенсивности выбросов парниковых газов к 2030 году. Вокруг этой цели есть ряд проектов по энергоэффективности, по модернизации энергоустановок, по снижению утечек или, как их называют, летучих эмиссий. One of the critical environmental safeguards at Kashagan processing facilities are the flare stacks. They are a part of any oil and gas production facilities and serve as a safety relief valve that safely burn excess hydrocarbon gases which cannot be recovered or recycled. NCSC follows zero routine flaring policy, and volumes of safely flaring per unit of hydrocarbon production are the lowest in the industry. Начиная с 2019 года компания провела несколько пилотных проектов по обнаружению и ремонту этих клапанов, в связи с чем было сокращено за последние 2 года порядка 1,5 миллиона кубометров газа и, соответственно, эмиссии от этих газов. Согласно вот этих данных, полученных с производственных объектов, мы можем видеть, насколько снижается сжигание газа на факелах. За счет вот этого мы можем видеть результат нашей работы. Совсем недавно были отремонтированы клапана, запорная арматура, соединенная с факельным коллектором, за счет которых мы снизили количество сжигаемого газа на факелах и эмиссий в окружающую среду. In its operations, NCSC follows the zero discharge policy, which means no disposal or discharge of wastes and treated wastewater into natural surface waters, including the Caspian Sea. The lined evaporation ponds are used as an industry-proven method of handling the treated industrial wastewater. All wastewaters undergo several stages of mechanical, chemical, and biological treatment using the best available technologies, including sour water stripping, oxidation, induced flotation, settling, separation, and filtration. Treated industrial and domestic wastewaters are discharged through strainers into different lined evaporation ponds for natural evaporation. The ponds are completely isolated from soil and groundwater. Компания обратилась к нам в 2020 году по поводу запаха на испарительных лагунах. Изучив входящие данные и мировую практику, мы применили современный подход для выявления проблемы на лагунах. Мы добились снижения сульфат-восстанавливающих бактерий с 98-99% до 40-45% в текущем году без негативного эффекта на экологию. Наоборот, идет позитивный эффект за счет снижения выбросов сероводорода. Это самый современный подход, научно-исследовательский подход, который был применен на промышленном производстве. Как Казахстанский институт были приятно удивлены мерами, которые предприняты для сохранения окружающей среды. Конечно, NCOC для нас это показатель в плане охраны окружающей среды. Помимо наших технологий, компания применяет различные другие разработки мировые. Например, нам понравилось применение мокрого барьера для сдерживания запаха. Компания не применяет только одно решение, она ищет различные подходы, в том числе научные подходы, почему мы и работаем с NCOC. Один из основных экологических проектов – это установка по очистке источных вод технологического процесса, который мы в данный момент реализуем на территории и за территорией завода «Болашак».
Проект состоит из двух основных частей. Это установка по очистке воды внутри завода, установка, которая будет располагаться вне заводских площадей. Суть состоит в том, что все потоки, которые генерируются на заводе «Болашак», они подлежат дополнительной очистке для того, чтобы соответствовать новым ужесточенным экологическим нормам республики и для того, чтобы та вода, которую мы сбрасываем в пруды испарения для утилизации, она соответствовала этим требованиям. Одной из основных целей данного проекта является увеличение оборотного водоснабжения нашего завода. В результате реализации данного проекта это оборотное водоснабжение достигнет 70%. Это на самом деле очень хороший показатель для такой установки, комплексной установки подготовки нефти и газа. Таким образом, мы, кроме того, что достигаем необходимых желаемых экологических эффектов, мы также значительно сокращаем забор со стратегически важного водовода Мангышлак-Астрахань. В рамках реализации проекта, естественно, компания уделяет особое внимание технике безопасности, проведения работ, соблюдения всех наших золотых правил компании. NCSC's environmental engineers work tirelessly and conduct scientific research to control environmental impact. Air quality monitoring stations installed as by the company in Ataral City and Ataral Oblast, including those installed in proximity to the production facilities, monitor pollutant content in ambient air round the clock. Станция мониторинга качества воздуха замеряет у нас 5 основных загрязняющих веществ, которые вносят вклад в загрязнение атмосферы нашего региона. Это диоксид азота и оксид азота, оксид углерода, диоксид сера и сероводород. Через данные мы можем видеть, что где-то в каком-то месте у нас проблемы, и уже туда непосредственно отправить техническую группу, чтобы она проверила сенсоры, анализаторы, саму станцию. У нас в компании внедрены процедуры по обеспечению контроля качества, чтобы гарантировать надежность получаемых данных от наших станций. To assess the air quality since 2019, NCSC has been conducting the integrated study in Ataral City and Yaskinie West. жылы NCSC компаниясы қолдауымен Атырау өңірі және Болашақ зауыты маңындағы тұрғын жай ауа сапасын бағалау мақсатында кешенді мониторинг жұмыстары жүргізілді. Сол жұмыстарға біздің мобильді сынақ зертханасы шақырылды. Бұл жұмыстың мақсаты NCSC компаниясының жылдар бойы жиналған деректемелерін және де Атырау гидромет мемлекеттік басқармасының жинақ деректерін аналитикалық талдау, сараптау өткізу болды және де зертханалық бақылау жұмыстарын өткізу болды. Мониторинг жұмыстарының нәтижесі күкірт сутегінің ауада шамадан тыс мөлшерде маусымдық таралуын растады. Атқарылған жұмыстардың нәтижесі қоғамдық тыңдауда талқыланып, тиісті оң бағасы берілді. Атырау өңірінде өткізілген бұл ауқымды шараға NCSC компаниясы мұрындық болып қаржы бөліп өткізгендігі бұл компанияның осы өңірдің экологиялық хал-ауқатына бейжай қарамайтындығын көрсетеді. NCSC ensures its readiness to promptly and efficiently respond to any incident. At every stage, starting from engineering and designing, the company applies strict safety standards to mitigate risks and introduces advanced technologies to reduce waste and emissions. The waste management system is aimed to reduce or completely eliminate waste generation at the source. All waste generated at NCSC facilities are first segregated at the temporary storage areas and then handed over to the specialized contractors for further processing and disposal. All waste generated at offshore facilities are transported by vessels specially equipped for safe loading and transporting waste and wastewater. A licensed contractor transports waste to onshore facilities for further processing and disposal.
NCSC follows a system of separate waste collection at its facilities to facilitate further disposal. Waste management and monitoring system cover the full cycle from waste generation to the final disposal. NCSC places first priority on the prevention of oil spills, as the best way to protect from oil spills is to prevent them from occurring in the first place. Из мероприятий, которые предусмотрены на этапе проектирования, можно отметить наличие изоляции. То есть все наши основные производственные объекты, где могут произойти протечки, они изолированы. Либо это мембрана, это обваловка, это система дренажа на объектах компании. Все это позволяет предотвратить загрязнение подземных вод и почв, если случится разлив или утечка на объектах. With a well-organized work system, NCSC remains always prepared to respond quickly to any leaks and spills, regardless of the efficiency of those preventative measures in place. У нас разработана определенная система в случае небольшого разлива, даже 3 литра какого-то дизельного топлива, мы тут же сообщаем. У нас есть система, которая оповещает, что было пролито 3 литра. NCSC has a dedicated oil spill response group consisting of about 100 trained specialists and equipment suitable for the North Caspian Sea environment. Such equipment is stored at the marine support bases in Bautima and Demba. У нас отдел по реагированию на разливы нефти очень сильный, имеет очень мощную флотилию, суда, оснащенные бонами определенными. Все это делается и все это продумано. A dozen kilometers of oil containment booms have been specially procured for use in the unique North Caspian Sea environment. Containment booms can restrict and contain a potential zone of oil spill in an open sea, therefore preventing pollution across larger areas. Moreover, the company has developed a comprehensive oil spill response plan that is regularly drilled. Major exercises are conducted jointly with regional and state fire safety departments and government authorities. The Caspian Sea is a unique ecosystem with rare and endemic species found nowhere else in the world. Today, it is exposed to global changes affected by natural and human influence. Protection and preservation of this unique region is a priority objective in NCSC's operations. Компания также реализует проекты и исследования в области хранения биоразнообразия в Каспийском регионе, направленные на тюленей, на представителей флоры и фауны в Каспии. Так как мы работаем в нефтегазовой индустрии, у нас есть обязательно план по ликвидации разливов нефти, и его составная часть – это план по спасению диких животных, загрязненных нефтью. На данный момент этот план пересматривается. Мы включаем в него пункты по модернизации, по улучшению условий реабилитации и стабилизации спасения животных, по их выпуску. Соответственно, чтобы этот процесс происходил более гладко и менее травмирующе для животных. И в рамках этого плана предусмотрены людские и материальные ресурсы, чтобы его выполнить. То есть, если произойдет какой-либо разлив нефти, будет ли это на море, будет ли это на суше, будет ли это разлив, там, допустим, от автотранспорта какой-то. Вот все эти случаи, они сразу фиксируются и сразу предпринимаются действия для их ликвидации. The nature of the North Caspian Sea is both unique and sensitive. Conservation of biodiversity is key to welfare of present and future generations. Therefore, protection and preservation of the unique biodiversity of the Caspian region is a top sustainability objective for NCOC. Наши морские объекты являются привлекающим моментом для птиц. Во время миграции
Они используют наши объекты для отдыха, для кормежки. То есть это своего рода новая искусственная среда. All sturgeon fish inhabiting the Caspian Sea are categorized as endangered species and included in the Red Book of Kazakhstan. For saving the Caspian richness under the North Caspian Sea project, the company closely cooperates with the Zhaik Attural Sturgeon Fish Hatchery, Ministry of Ecology, and Geology and Natural Resources in the activities aimed at increasing the sturgeon juveniles production and its further release to the Zhaik Caspian Basin. Табиғи пайдаланушылардың шарты бойынша бүгін Жайық өзеніне шоқыр шабағы жіберілуде. Біздер бүгінгі таңда қазір Жайыққа жіберемізде, ол шабақтарымыз біздің Жайық Каспий бассейніне барып орналасады. Осы жұмыстар жүргізіп жатырмын, бұл енді балық қорын көбейту мақсатындағы үлкен үлестерін қосып жатыр. Оның ішінде бана айтып отырмын ғой, NCC компаниясы бар, өздерінің үлестерін қосып, өздерінің шарт бойынша белгіленген шабақтарын жіберіп жатыр. По подсчетам здесь должно быть выпущено 60 тысяч малька. Малек кондиционный. Мы посмотрели параметры физические, и рост, и вес, и считали поштучно. В общем-то, малек готов к выпуску и, надеемся, будет жизнестоек. One of the unique Caspian fauna representatives is the Caspian seal. This is the only marine mammal inhabiting the Caspian Sea. All changes occurring in the marine environment also impact the seal's health and population. This is why seals are called to be the Caspian Sea state indicators. To preserve the biodiversity of the Caspian Sea, NCSC implements comprehensive Caspian seal studies in the North Caspian Sea. Комплексные международные исследования Каспийского тюленя стали ответом на растущую обеспокоенность научного сообщества состоянием популяции этого уникального морского млекопитающего. Они были инициированы организацией нашей компании совместно с учеными Республики Казахстан и Российской Федерацией. Исследования ученых согласованы с ведущими специалистами уполномоченных государственных органов обеих стран. Основными направлениями программы являются изучение численности, благосостояния популяции, кормовой базы тюленей, состояние места обитания, факторы негативного воздействия на животных и, самое главное, определение перспектив и действий по сохранению популяции каспийского тюленя из среды его обитания. Также в целях более полного понимания состояния популяции каспийского тюленя перед началом исследований международная группа ученых внимательно изучила весь массив известных литературных сведений и информацию об единственном млекопитающем животном Каспийского моря, накопленную нашей компанией, которая была получена в ходе планомерных исследований с 1994 года. Исследования из ледокольных судов, которые выполняется компания наша, позволяют разработать предложения и меры по снижению воздействия ледоколов на популяцию каспийского тюленя в период рождения и вскармливания детенышей. В целом ледокольное исследование направлено на изучение поведения тюленя при приближении судов и направлено на выработку новых рекомендаций для снижения воздействия. И ежегодно во время зимней ледокольной навигации принимаются такие меры, как инструктаж капитанов ледоколов и экипажей судов перед началом сезона щенки тюленя. Производится авиаразведка места расположения тюленя вдоль ледокольных маршрутов с применением вертолетов. Размещаются на судах специально обученные специалисты, наблюдатели за тюленями, которые предупреждают столкновение с тюленями. Все эти действенные меры ежегодно совершенствуются для смягчения воздействия на популяцию этих морских млекопитающих животных. Environmental protection works also to include tree planting.
In 2021, NCSC and Atyrau Oblast Akimat signed the Memorandum of Understanding, where Sokolok, Makat District, Yerkinkawa, and Berekia areas have been selected for tree planting. Specific agrotechnical conditions should be taken into consideration for planting trees and bushes in the Atyrau region. Capillary irrigation is applied, therefore water is delivered to every single tree while saving moisture and avoiding secondary soil pollution. The tree planting program includes the mandatory use of organic and mineral fertilizers. Біз енді шынына келгенде қоршаған ортаға зиян келтірмеуіне біз көптеген шара жасап жатыр. Жастардың тәжірибесін көтерудің бір жағынан, олардың көзқарасы тіпті ерекше жаңа. Сайттағы персоналдарымыз керемет. Неғұрлым жаңа осы табиғатқа зияны келмесін деп жұмыс жасап жатыр. Енді соны басқа елімізге таратуымыз керек та, түсіндіріп бір ашып көрсетіп көруіміз керек. Көп жұмыс жасап жатыр сол үшін. Каспийдің итбалығын қайта-қайта тексеріп жатыр. Кемелеріміздің әрбір жүрген қимылын тексереміз. Енді ештеңе төкпе, ештеңе түсірме деп жаңағы, иә. Мұнайшы болған кезде екі нәрсе бар да. Ол адамның қауіпсіздігі, екіншіден табиғатқа зиян келтірмеу. Сол екі нәрсені бар ұстану керек та әрбір мұнайшыға. NCSC, as a responsible member of society, holds itself accountable for its operations in the country. This is the position of the operator of the most challenging offshore project that meets the highest world standards.